Сегодня речь пойдет о противотанковой самоходке «Хетцер», выпуск которой начался примерно за год до окончания войны. Самое удивительное то, что эта широко распространенная боевая машина по сей день очень редко упоминается в военно-исторической литературе, и о ней, кроме специалистов, сегодня мало кто знает. Надо сказать, что в годы Второй мировой войны немцы считали главной опасностью советские танки. Поэтому в Германии было построено немало специализированных истребителей танков. Это были, как правило, самоходные гусеничные машины, оснащенные обычными противотанковыми пушками. Назывались они общим термином «панцерьягер», что в переводе на русский язык означает «охотник за танками». Как и любой хищник, панцерьягеры действовали из засад. Обычно они вели огонь до тех пор, пока противник не засекал их позицию, а затем выходили из боя или уползали на запасную позицию. А все дело в том, что сражаться на равных с настоящими танками панцерьягеры не могли, ведь их броня напоминала щит обычной полевой пушки и защищала экипаж только от пуль и мелких осколков. В массе своей охотники за танками вообще были открытыми сверху и сзади, поэтому экипажи панцерьягеров старались не лезть вместе с наступающей пехотой на позиции противника, ведь одной гранаты, брошенной умелой рукой, было достаточно для уничтожения всего расчета этого самоходного орудия. Сражаться в открытом поле с танками противника панцерьягеры также не могли. Одного попадания вражеского снаряда было достаточно для уничтожения такого истребителя. Образно говоря, панцерьягеры напоминали собой охотников на слона, льва или тигра. Зверя нужно было убить из засады и обязательно с первого выстрела. В противном случае охотник сам становился жертвой. Но в германской армии имелись и весьма необычные машины. Внешне они выглядели как самоходные пушки, хотя таковыми не являлись. Назывались они танками-истребителями – Ягдпанцеры. О самом ярком из них, Ягдпанцере-4, у меня выходило видео несколько месяцев назад. Это были уже не самоходные пушки, а самые настоящие танки с очень мощной броней, способные выдержать попадание даже бронебойного снаряда. И это неудивительно, ведь создавались танки-истребители на основе самых лучших линейных танков. При этом Ягдпанцеры, в отличие от обычных панцеров, как немцы называли свои танки, оснащались куда более мощными пушками. Вот, к примеру, на базе танка «Пантера», вооруженного 75 миллиметровой пушкой, был создан танк-истребитель «Ягдпантера», оснащенный уже 88 миллиметровой пушкой. На базе «Королевского тигра» с 88 миллиметровым орудием был создан танк-истребитель «Ягдтигр» со 128 миллиметровой пушкой. Самый массовый германский танк-истребитель Ягдпанцер-4, созданный на базе танка «Панцер-4», также был оснащен куда более мощной пушкой калибра 75 мм, чем исходный танк. В общем, все танки-истребители были гораздо лучше вооружены, чем исходные танки, на базе которых они были созданы. Надо сказать, что основным отличием всех панцеров с приставкой «Ягд» от обычных танков было то, что их пушки не вращались. А все потому, что орудие повышенной мощности никак не удавалось разместить во вращающейся башне. И места не было, и отдача была такой сильной, что башня вместе с пушкой могла просто слететь с корпуса танка. Так что же делать? Пришлось на танковом шасси взводить специальный бронированный каземат. Его еще называют рубкой. Орудие устанавливали в лобовой броне каземата так, что оно могло лишь поворачиваться на небольшие углы вправо и влево, вверх и вниз. Такие безбашенные танки, как вышеупомянутые истребители танков, не должны были идти в атаку на прорыв обороны противника. Ведь в бою на линии вражеских укреплений танку нужно постоянно вращать башней, поражая цели и справа, и слева, и по курсу. От Ягдпанцера в ближнем бою на передовой толку мало. Здесь он сам превращается в мишень. Ведь для ведения огня по противнику, появившемуся, скажем, справа, ему нужно поворачивать всем корпусом, рискуя при этом сорвать гусеницу. Ранее я уже рассказывал о том, как первые танки-истребители, получившие название «Фердинанд», были брошены на укрепление Красной Армии на Курской дуге. И что из этого получилось? Почти половина всех этих тяжелых супертанков, имевших лобовую броню невиданной толщины, более 200 мм, так и остались догорать в степях под Панырями. После этого немцы сделали правильный вывод о том, что тяжелые неповоротливые танки-истребители не должны лезть напролом через огневые позиции врага. Их главная задача – расстреливать наступающие вражеские танки с больших дистанций. При такой тактике Ягдпанцерам уже не нужно вертеться на месте. Наводчику достаточно лишь слегка наворачивать орудие и расстреливать танки противника одним за другим. Сам же танк-истребитель при этом будет в полной безопасности за счет толстой лобовой брони, а мощная дальнобойная пушка не позволит врагу подойти на близкую дистанцию, на которой снаряд вражеского танка сможет эту броню пробить. Да, идея была хороша, но в жизни получилось все совсем не так, как планировали германские военные. Реалии войны оказались таковы, что бронетанковые войска Германии понесли на Восточном фронте столь большие потери, что обычных линейных танков катастрофически не хватало.
и танкам-истребителям волей-неволей приходилось их заменять. В ходе своих контрнаступлений и в Орденах, и в Италии, и на Восточном фронте немцы вынуждены были использовать танки-истребители вместо линейных танков со всеми вытекающими отсюда последствиями. Все эти неповоротливые боевые машины, естественно, были сожжены. Впрочем, немецкое командование можно понять. Вряд ли хоть один генерал смог бы удержаться от соблазна усилить наступающие войска такими мощными с виду бронированными чудовищами, как танк-истребитель с мощнейшей пушкой. Все танки-истребители были настоящими стальными монстрами, но было и одно исключение. На базе легкого танка Панцер-38Т был создан легкий танк-истребитель Ягдпанцер-38Т. Это была весьма необычная боевая машина, маленькая и маневренная. Она никак не вписывалась в общую концепцию тяжелых германских танков-истребителей, а все потому, что была создана не немцами, а чехами. Самое интересное, что Ягдпанцер-38Т, в отличие от всех других танков-истребителей, находился на вооружении еще много лет после окончания Второй мировой войны. Именно эта кроха как раз и оказалась одним из наиболее эффективных противотанковых средств вермахта. А история создания этой боевой машины, появившейся в начале 1944 года, такова. В 1943 году немцы имели мало поводов для оптимизма. Сталинград, а потом Курская битва положили конец крупномасштабным наступательным операциям вермахта на Восточном фронте. К концу лета 1943 года германские войска отступали по всему Восточному фронту, неся тяжелые потери в людях и технике. Танков в Германии всегда не хватало, даже в начале войны. А летом 1943 года потери в танках, особенно в ходе Курской битвы, достигли просто угрожающей для дальнейшей судьбы Германии величины. Пехота вермахта, выносившая на своих плечах основную тяжесть боев, настойчиво требовала для поддержки своих действий танки, а танков не было. Конечно, германская армия и до этого теряла немало танков. Но пока немцы наступали, у них имелась возможность ремонтировать подбитые танки. Практически все они возвращались в строй. Теперь же, в ходе отступления, немцы были вынуждены бросать свои подбитые танки на поле боя. Понятно, что все они доставались Красной армии в качестве трофеев. Мало того, немцам пришлось прекратить выпуск некогда самых массовых средних танков «Панцер-3», потому как они не могли больше противостоять советским 34-кам и КВ. Все силы германской промышленности были брошены на выпуск тяжелых «Тигров» и «Пантер». Но их производство было очень сложным. Насытить войска этими боевыми машинами не получалось. Так что оставалось делать немцам в такой ситуации? Откуда взять дополнительное количество танков, если военные заводы и так работали на полную мощность? Немцы славились своими эрзац-продуктами. Они делали эрзац-кофе, эрзац-сахар, синтетический эрзац-бензин. Теперь появились и эрзац-танки. Они не представляли собой какой-то особый, доселе невиданный вид боевой техники. Просто германское командование в качестве танков стало очень широко использовать выполненные на шасси Панцера-3 бронированные самоходно-артиллерийские установки Штурмгешütz-3. Их называли штурмовыми орудиями. Безбашенные боевые машины были проще и дешевле в производстве по сравнению с полноценными танками. К тому же в обороне они работали не хуже танков, и это было не так уж плохо. Ведь вермахт теперь большей частью отступал и оборонялся. Таким образом, во второй половине войны именно штурмовые орудия, а вовсе не танки, составляли основу бронетанкового вооружения германской армии. Но и с самоходками не все было хорошо. В ноябре 1943 года американские и английские бомбардировщики в ходе налета на промышленные объекты Берлина сильно повредили завод фирмы Alket, ведущий в Германии завод по производству штурмовых орудий. И вот тогда, сразу же после ноябрьского налета, немцами стал изучаться вопрос о производстве штурмовых орудий на других предприятиях. Одним из решений в данных условиях стала организация их выпуска на известном своими легкими танками заводе БММ в Праге. Ничего удивительного в этом нет. Чехия еще в 1938 году была захвачена Германией. Часто говорят, на военную машину Германии работала промышленность всей Европы, но для немцев ситуация на самом деле сложилась иной. К примеру, довольно мощная танкостроительная промышленность Франции не построила для нужд вермахта ни одного танка. Ее вклад в военную мощь Германии ограничился переделкой десятков старых легких французских танков в самоходные артиллерийские установки. Зато утверждение о том, что на военную мощь Германии работала вся чешская промышленность, будет верным на все 100%. Дело в том, что довоенная Чехословакия входила в тройку ведущих стран-экспортеров вооружения. Машиностроительная промышленность в Чехии была сосредоточена в Праге и в Плезене. Чешские танки, чешские пушки, чешские пистолеты, винтовки, пулеметы поставлялись в страны Европы, в Китай, на Ближний и Средний Восток, Латинскую Америку. После захвата Чехии немецкие специалисты ознакомились с легкими танками ЛТ-38, вооруженными пушкой калибра 37 мм.
Оказалось, что эти машины значительно превосходили германские легкие танки и даже не уступали среднему танку Panzer-III с такой же пушкой. В результате чешские танки под обозначением Panzer-38T были приняты на вооружение в сухопутных войск Германии, а завод БММ, так немцы назвали знаменитую чешскую фирму ЧКД, в Праге начал работать исключительно для пользы Третьего рейха. В июне 1941 года танки 38Т составляли примерно четверть парка Панцерваффе. Эти машины дошли даже до Москвы. Чешские танки очень нравились германским танкистам. Они оказались достаточно надежными и неприхотливыми боевыми машинами. И именно на таких танках можно было воевать на российском бездорожье. Впрочем, все познается в сравнении. Если сравнивать их с германскими танками Панцер-2 и Панцер-3, то чешские танки были хорошие, а вот если с нашими Т-34, то уже не очень. Уже в 1942 году почти все Панцеры 38Т были перебиты на российских просторах и исчезли из подразделений германских танковых войск. После этого фирма БММ выпускала на их шасси легкие истребители танков Мардер, Куница, самоходные артиллерийские и зенитные установки. В октябре 1943 года в конструкторском бюро фирмы БММ началось проектирование нового легкого истребителя танков. Он также создавался на базе танка 38Т. Техническое задание предусматривало вооружение этой легкой машины очень мощной 75 миллиметровой противотанковой пушкой. На первый взгляд казалось, что эта задача невыполнима. Почему же? Сейчас проясню. В принципе, поставить столь мощную пушку на шасси легкого танка было возможно. Правда, чтобы не перегружать шасси, броней такую машину уже не защитить. Именно таким, спроектированным на базе танка 38Т, был истребитель танков Мардер. Но Мардер был не танком-истребителем, а просто легким самоходным противотанковым орудием, классическим истребителем танков. Его экипаж защищался очень слабой броней, да и то лишь спереди и немного с боков. А еще Мардер из-за узкого шасси оказался очень высоким, что не способствовало его маскировке на поле боя. И вот теперь чехам требовалось создать не просто самоходную пушку, а именно штурмовое орудие, пусть даже легкое. Его экипаж должен был быть со всех сторон защищен броней. Причем не только противопульной. Лобовая броня должна была иметь толщину 6 см, больше, чем у знаменитой Т-34. А за счет того, что лобовой бронелист устанавливался под очень большим углом, его бронестойкость еще более возрастала. К тому же предполагалось, что вражеские снаряды от такого наклоненного листа будут просто рикошетировать. На слабую бортовую броню, толщина которой должна была быть всего 2 см, считая, что врага экипаж такой самоходки будет встречать грудью, а уж осколки разорвавшихся рядом снарядов такая броня уж как-нибудь выдержит. К тому же немцы в то время на собственной шкуре убедились, что толку нет и от брони даже вдвое большей толщины. Советские противотанковые и танковые пушки легко пробивали 40-мм бортовую броню основного немецкого танка Панцер-4. Впрочем, нужно отметить тот факт, что сами немцы, заказывая чехам новую боевую машину, не очень надеялись на союзников и даже не думали о том, что в результате получится именно танк-истребитель. Первоначально немцы планировали заполучить от чехов просто легкое штурмовое орудие, которое должно было стать хоть каким-то помощником на пехоте на поле боя. Но чехи, желая показать немцам, что не лыком шиты, создали настоящий шедевр в области танкостроения. Непосредственно разработкой руководил основатель чешской танковой школы и главный конструктор фирмы БММ Александр Сурин. Здесь стоит сделать некоторый экскурс в историю. Страна Чехословакия образовалась после окончания Первой мировой войны на обломках Австро-Венгерской империи. В годы Первой мировой войны чехи и словаки искренне симпатизировали русским. Чехов и словаков призывали в австро-венгерскую армию порой насильно. Неудивительно, что чехи и словаки из этой армии массово переходили в другую армию, русскую. В 1917 году в составе русской армии из военнопленных был сформирован целый чехословацкий корпус, сыгравший затем заметную роль в гражданской войне на стороне белых. После гражданской войны в Чехословакии, в свою очередь, осело большое количество русских эмигрантов, в основном военных и инженеров. А еще в Чехословакии оказалась значительная часть золотого запаса Российской империи. Вот на эти деньги как раз и поднялась тяжелая промышленность Чехии. В числе русских иммигрантов оказался молодой инженер Александр Сурин. Именно под его руководством и был создан лучший в мире легкий танк 30-х годов ЛТ-38. Причем во всех исследованиях подчеркивается огромный личный вклад главного конструктора, что для танкостроения, вообще говоря, большая редкость. Ведь даже Михаила Кошкина никто не называет единоличным автором танка Т-34, а вот Сурина отцом чешских танков называют. После оккупации Чехии германскими войсками Сурин продолжил работать в конструкторском бюро завода, правда уже не руководителем, а в качестве консультанта. Причем немцы заподозрили его в саботаже, но об этом чуть позже.
Под началом Сурина работали как ветераны чехословацкого танкостроения, так и молодые выпускники Пражского технического училища. Сам же Сурин большую часть времени старался не появляться на работе, симулируя тяжелую болезнь. Надо сказать, что спроектировали машину чехи очень быстро. Чертежи окончательного варианта, заказанного немцами штурмового орудия, были завершены уже в январе 1944 года. Новая самоходка получилась приземистой. Ее ходовая часть была расширена по сравнению с исходным образцом. Корпус выполнялся сварным из бронелистов с толщиной 60 мм в лобовой части, 20 мм на бортах, 8 мм в верхней части и 10 мм в нижней. Интересно, что брюхо в районе бензобаков было очень тонким. Его толщина составляла всего 5 мм. Это было сделано для того, чтобы при взрыве баков, при попадании в них вражеского снаряда, ударная волна шла не в боевое отделение, а вышибая тонкие листы, вырывалась бы наружу. Очень грамотно было выполнено оборонительное вооружение. Немецкие тяжелые танки-истребители не могли эффективно отбиваться от вражеской пехоты. Вращающейся башни у них не было, вести огонь в сторону немцы не могли. Поэтому наши солдаты часто подбирались с боков или сзади и забрасывали танки бутылками с зажигательной смесью. Американские пехотинцы делали то же самое, часто используя противотанковые гранатометы «Базука». На чешской самоходке сверху был установлен дистанционно управляемый пулемет. Он мог поворачиваться на 360 градусов, что обеспечивало экипажу круговой обстрел. При этом сам пулемет был защищен противопульной броней. Единственным недостатком такой установки было то, что пулемет оснащался магазином на 50 патронов, и перезаряжать его приходилось вручную. Для этого одному из членов экипажа приходилось по пояс высовываться из верхнего люка. Ясное дело, что во время боя делать это никто не хотел. Еще одним интересным решением являлась установленная на крыше рубки специальная насадка, отклоняющая пули, выстреливаемые из личного оружия танкистов. Один из членов экипажа вставлял ствол автомата в насадку и стрелял вверх. Пули, проходя по изогнутому желобу, вылетали из насадки уже горизонтально. Конечно, ни о какой прицельной точности речи не могло быть. Заградительный огонь шальных пуль сдерживал вражескую пехоту на почтительном расстоянии. Всем понятно, что делать такую самоходку, оснащенной мощной противотанковой пушкой, защищенной толстой броней на шасси легкого танка, непросто. Большинство недостатков конструкции были очевидны еще на стадии проектирования. Однако с ними мирились, так как программа производства легких штурмовых машин у немцев в то время носила временный характер. Немцы считали так: пусть чехи сделают хоть что-нибудь попроще, побыстрее, а уж потом мы сами построим более лучшую самоходку. Эта маленькая бронированная самоходка стала официально именоваться Jagdpanzer-38T. Так легкое штурмовое орудие официально стало танком-истребителем. А что в этом удивительного? Раз имеются легкие танки, пусть будет и легкий истребитель танков. Причем Гитлер лично окрестил машину Хетцером. Хетцер – это немецкое название одной из пород гончих охотничьих собак. Наши же солдаты, сталкиваясь в боях с этим маленьким, подвижным и смертельно опасными танками, не зная их официального названия, также давали им разнообразные прозвища – Вож, Клоп, Оса, Клин, Гробик и тому подобное. Постепенно чешская гончая была запущена в крупносерийное производство. Кроме завода БММ, машину начали выпускать и на фирме «Шкода» в городе Плзнь. Фирмы БММ и «Шкода» отвечали за окончательную сборку и комплектацию истребителей и танков. Двигатели поставляли автомобильные заводы «Прага» и «Шкода». Трансмиссия также изготавливалась на автомобильном заводе «Прага». Хетцер в итоге оказался сугубо чешской боевой машиной. Германия в данном случае выступала только как субподрядчик, поставляя пушки, прицелы и радиооборудование. В то время пражский завод фирмы БММ выпускал одновременно как новые танки-истребители Хетцера, так и истребители танков Мардер. Оба типа боевых машин собирались бок о бок на одной производственной линии. С первого взгляда бросались в глаза преимущества Хетцера перед Мардером. У него был более низкий силуэт, корпус был полностью закрытым с рациональными углами наклона бронелистов. Но главное, лобовая броня Хетцера действительно выдерживала попадание снарядов, в то время как броня Мардера была противопульной. Небольшие, но агрессивные с виду танки-истребители произвели большое впечатление на фюрера. Гитлер до самой своей смерти постоянно отслеживал производство чешских самоходок и настаивал на резком увеличении их выпуска. Весной 1945 года он требовал выпускать по 1000 Хетцеров в месяц. Как обычно, результаты испытаний и первый опыт эксплуатации новой техники выявили ряд недостатков. Как ожидалось, из-за тяжелой лобовой бронеплиты и установленной в ней мощной пушки, нос машины получился перетяжеленным. Перегруз носовой части машины отрицательно сказывался на плавности хода и приводил к преждевременному износу передних опорных катков. И если Мардер с пушкой, установленной в центре корпуса или его кормовой части, в зависимости от варианта, неплохо передвигался по мягкому грунту, то Хетцер тут же зарывался мордой в грязь. И тут главный конструктор Александр Сурин предложил облегчить лобовой бронелист весьма необычным способом. Он предложил врезать в тех местах, куда по статистике попадало меньше вражеских снарядов, отверстия, а получившиеся дыры заварить стальными заглушками толщиной всего 5 мм. Что это было? Гениальное решение конструктора или хорошо продуманный саботаж?
Возможно, Сурин сделал это специально и был счастлив, сумев превратить мощный лобовой бронелист Хетцера в подобие дуршлага. Как бы то ни было, но немцы вначале ничего не поняли. В конце концов, данное предложение Сурина в Берлине расценили как саботаж, направленный на ослабление бронезащиты истребителя танков. Однако, прежде чем из Германии пришел запрет на предложение чешского конструктора русского происхождения, завод в Праге успел выпустить более 2 десятков дырявых танков. И немцам на них пришлось нанести броскую надпись «Не могут быть использованы в бою». Есть все основания считать, что чехи, хотя и мечтали сделать лучший в мире легкий танк-истребитель, в то же время применили в его конструкции такие элементы, которые очень мешали немцам воевать. Достаточно привести такой пример. Стекла смотрового прибора механика-водителя были защищены со всех сторон мощной бронированной рамкой. Вроде бы хорошо, но защитная рамка была сделана таким образом, что все пули и осколки попадали в нее, отлетая точненько в стекла прибора наблюдения. То же получалось. Лобовая броня держала даже выстрелы танковых пушек, но одна пулеметная очередь сразу же ослепляла водителя. В конце концов, немцы заставили чехов полностью переделать защиту смотрового прибора. Как это не покажется странным, но легкие чешские танки-истребители немецкие солдаты встретили на ура, ведь в то время немецкой пехоте было не до жиру. Осложнившаяся ситуация на Восточном фронте и высадка союзников в Нормандии оставили командование вермахта принять решение о немедленном начале серийного производства самоходных установок. Несмотря на все свои недостатки, Хетцер очень быстро завоевал любовь личного состава, поскольку он был спроектирован на базе хорошо известного в вермахте легкого танка Панцер-38Т, и не пришлось переучивать сотни механиков-водителей. Вооружение Хетцера, пушка ПАК-39, была очень хорошо знакома танкистам. По большому счету, подготовка экипажей истребителей танков Хетцера заключалась в изучении новой тактики боя. Обычно в бою принимала участие небольшая группа, причем самоходки всегда в качестве боевого охранения сопровождала пехота. Если же Хетцера пехота не сопровождала, то потери истребителей танков, особенно в городах, резко возрастали. При боевом маневрировании перед механиком-водителем стояла задача не подставлять борта и корму машины под огонь противника. Из-за тонкой бортовой брони крупнокалиберные пулеметы и автоматические пушки с легкостью пробивали броню крыши боевого отделения. Преимуществами же этой боевой машины являлись ее весьма малые размеры. Первое строевое подразделение получило 45 Хетцеров уже в июле 1944 года, но использовать их опять же стали неправильно. Похоже, это было германской традицией. Вспомните, как в 1943 году немцы использовали в ходе Курской битвы тяжелый танки-истребитель «Фердинанд» в качестве штурмовых самоходных орудий. Они пытались с их помощью проломить оборону наших войск на Курской дуге. Да, конструкторам Фердинанда такое использование их детища и в дурном сне присниться не могло. Вот и Хетцеры в качестве штурмовых орудий в августе 1944 года бросили на подавление восстания в Варшаве. Ведь уличный бой для легкобронированной самоходки, вооруженной пушкой с ограниченными углами наведения, равнозначен самоубийству. Неудивительно, что поляки сожгли Хетцеры бутылками с горючей смесью, а одну машину даже сумели захватить. Трофейный истребитель танков принимал участие в боях на стороне восставших. Его просто вмуровали в одну из баррикад. Поразительно, но факт. Эта машина уцелела, а после войны в течение нескольких лет экспонировалась в Варшавском военном музее. К сожалению, один из первых Хетцеров, уцелевший в огне сражений, впоследствии был банально сдан в металлолом. А тем временем темп производства Хетцеров возрос. Ускорился и процесс обучения личного состава. В результате появилась возможность формировать новые подразделения истребителей и танков. Вот только германские танки-истребители оказались не очень-то приспособлены для ведения боевых действий на территории самой Германии. Помните, в чем было самое главное преимущество немецких танков-истребителей? Они могли поражать танки противника с больших дистанций, оставаясь неуязвимыми для ответного огня. Но такая тактика была хороша для бескрайних степей российского черноземья, перемежающимися с небольшими рощицами, лесопосадками, редкими деревнями и хуторами, в которых так удобно было маскироваться. Все это создало идеальные условия для работы истребителей танков. Но когда война докатилась до самой Германии, оказалось, что того самого свободного безопасного пространства перед танком здесь практически нет. Сплошные поселки и городки, леса, многочисленные сельские постройки. Русские Т-34 неожиданно появлялись в непосредственной близости от замаскированного охотника, да еще и большими группами. Даже самые мощные тяжелые яхт-панцеры ничего не могли поделать. Они успевали сделать пару-тройку удачных выстрелов, после чего их местоположение скрывалось, и они неминуемо получали в лоб снаряды с других 34-ок. 85-мм бронебойный снаряд, выпущенный практически в упор, не могла выдержать никакая броня. А уж если в русской колонии были тяжелые танки ИС-2, то шансов у немецких танкистов не было никаких. Тяжелый снаряд мощнейшего 122-мм орудия советского танка, выпущенный из близкого расстояния, просто размалывал вражеские боевые машины.
Отмечались случаи, когда лобовые бронелисты германских тяжелых танков просто влетали внутрь корпуса. А еще во время боя наши танкисты, имеющие численное преимущество, быстро обходили замаскированного охотника и расстреливали его с боков. Более тонкая броня не могла устоять даже перед 76 миллиметровым снарядом легкой и очень шустрой самоходки Су-76. Самое неприятное в такой ситуации для немцев было то, что они не могли стрелять по танкам, обходящим их справа и слева. Не могли они и быстро сменить позицию. Уж больно тяжелыми и неповоротливыми оказались стальные монстры вермахта. Фактически немецкие тяжелые танки-истребители превращались в самые обычные доты. И вот в данной ситуации именно Хессер стал самой востребованной боевой машиной. Он оказался на своем месте. Достаточная скорость передвижения и неплохая маневренность позволяли этим проворным плошкам буквально выскакивать из-за угла, производить пару прицельных выстрелов и тут же удирать в укрытие. Попасть в маленький маневрирующий Хетцер оказалось гораздо сложнее, чем, скажем, тяжелый неповоротливый Jagdpanzer-4. Особенно тяжело в этом отношении пришлось нашим союзникам, американцам и англичанам, потому как их танки в основном были вооружены пушками калибра 76 мм, снаряды которых не пробивали лобовую броню Хетцера, даже на малых дистанциях. К тому же снаряды часто рикошетировали, а тот с успехом бил их на дистанции в 1 километр. А ведь в конце 1944 года основная масса Хетцеров воевала как раз на Западном фронте, продемонстрировав свою высокую боевую эффективность в ходе немецкого наступления в Арденнах. В какой-то момент союзникам повезло, что самоходки этого типа появились на фронте лишь в последние годы войны. К тому же, после начавшегося мощного наступления Красной Армии в январе 1945 года, большая часть Хетцеров была срочно переброшена на Восточный фронт. Так, в самом конце войны, в начале апреля 1945 года, из примерно 800 и еще оставшихся Хетцеров 700 воевали на Восточном фронте и лишь около сотни на Западном. Последние бои Хетцеры вели на своей исторической родине, на улицах Праги, столицы Чехии. Причем воевали эти истребители как с той, так и с другой стороны. 5 мая в Чехии вспыхнуло восстание против оккупантов. Особенно ожесточенными были бои на улицах Праги. Часть офицеров-танкистов старой чехословацкой армии готовилась к восстанию несколько дней. На заводе фирмы «Шкода» они захватили 3 Хетцера. Правда, на эти машины еще не успели поставить пушки. Оставшие установили на самоходке вместо пушек пулеметы, а на бортах написали броские антигитлеровские лозунги. На железнодорожной станции Жишков были обнаружены еще 4 вооруженных пулеметами Хетцера, а на заводе фирмы БММ по станции захватили 2 полностью вооруженных истребителя, в каждом из которых находились даже снаряды к пушке. В свою очередь, среди немецких войск также имелись Хетцеры. Мало того, в Праге на стороне восставших воевали Хетцеры из состава так называемой русско-освободительной армии генерала-предателя Власова, до этого воевавшей на стороне Германии. В последние дни войны власовцы повернули оружие против немцев, надеясь на то, что вскоре в Прагу войдут американские войска, которым можно будет сдаться. Но из-за приближения Красной Армии власовцы вскоре покинули город и отправились на запад сдаваться союзникам, после чего немцы вновь активизировали подавление восстания. Коренным образом ситуация изменилась, когда на помощь восставшей Праге от Берлина рванули советские танковые колонны. И вот ведь как бывает, жители чешской столицы встретили русские Т-34 цветами, а продукцию своей же собственной стороны – снарядами. 9 мая 1945 года война закончилась, но не завершилась история Хетцера. Индустриальная база Чехии не очень сильно пострадала от налетов авиации или от действий сухопутных войск. Чехословакия не имела возможности использовать возможности собственных заводов для перевооружения национальной армии. И хотя на территории страны в наследство от вермахта осталось несколько сотен Хетцеров, в большинстве своем абсолютно новых, Министерство обороны выдало заказ на изготовление новых учебных и боевых истребителей танков с внесением по результатам испытаний изменений в конструкцию. Одновременно с выполнением заказа чехословацких военных фирма «Шкода» выпускала такие же машины для вооруженных сил Швейцарии. Швейцарцы посчитали, что для условий их горной страны именно подобная легкая маневренная боевая машина будет наилучшей. В это трудно поверить, но в армии Швейцарии Хетцеры, получившие обозначение G-13, оставались на вооружении в течение 20 лет. И только в начале 70-х годов им на смену пришли танки уже нового поколения. Таким образом, шедевр чешского танкостроения продемонстрировал завидный рекорд долголетия. Почему же Хетцер называют шедевром? Ведь у него был целый букет недостатков. Да, это так. Но недостатки с лихвой компенсировались достоинствами. Мощным вооружением, небольшими размерами, подвижностью, простотой эксплуатации, высокой надежностью, а главное относительной дешевизной и простотой производства. При этом было построено примерно 2600 таких истребителей-танков. Сравните цифры. За годы войны немцы выпустили порядка 90 танков-истребителей «Фердинанд», 80 Як-Тигров, 390 Як-Пантер и около 2000 Як-Панцер-4. Это значит, что Хетцеров всего за год было построено даже больше, чем всех прочих танков-истребителей вместе взятых.
А ведь на базе Хетцера выпускались еще и штурмовые гаубицы Хетцер-Бизон, и огнеметные танки, и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Чешские конструкторы смогли выжать максимум возможного из шасси танка ЛТ-38. Причем на базе очень-очень старого танка они спроектировали достаточно удачный образец бронетехники. И пусть Хетцер не был красив, не зря его называли гробиком, зато он был весьма функционален и по боевым возможностям даже превосходил тяжелые яхт-панцеры. Благодаря низкому силуэту эта маленькая боевая машина оказалась очень опасной в бою. Обычной тактикой экипажей Хетцеров был внезапный выстрел по противнику замаскированной позиции, быстрый отход на новую позицию, вновь внезапное появление из-за укрытия, вновь выстрел и очередная смена позиции. Такая тактика в соединении с малыми размерами, хорошей скоростью и камуфлированным покрытием самоходки приводила к тому, что противник терял несколько танков прежде, кто вообще понимал, кто же ему противостоит и откуда идет стрельба. Вот и сравните плот ума славянских конструкторов с распиаренными стальными монстрами тевтонов. Почему Хетцер практически неизвестен в нашей стране? Да все очень просто. Наши танкисты, артиллеристы и пехотинцы, громившие врага в 1945 году, имели не просто численное преимущество. Они воевали на куда более мощной технике, чем в начале войны, сметая при поддержке штурмовой авиации буквально все на своем пути, будь то «Тигры», «Пантеры», «Мардеры», штурмгешутцы, яхт-панцеры и прочие изделия германской военной промышленности. Да, попадались им какие-то очень вредные маленькие бронекоробки на гусеницах. Ну и что? Стреляли и горели они точно так же, как и вся прочая немецкая бронетехника. А потому с ними особо не разбирались, исключений не делали. Врага попросту уничтожали, а потом отправляли на переплавку.